Всем привет! Сегодня приготовим аппетитный рыбный рулет. Он выглядит эффектно, готовится просто и украсит любой стол. Берем филе пангасиуса, разрезаем его вдоль, не дорезая до конца. Должен получиться большой кусок рыбы в виде бабочки. Вес одного филе рыбы 700 грамм. Рыбу немного отбиваем молотком для мяса с одной стороны. Все солим. Посыпаем приправой для рыбы. У меня приправа без соли. Немного поливаем растительным маслом, чтобы приправы лучше проникли в мясо. Все приправы растираем руками. 200 грамм помидоров разрезаем на четвертинки. Удаляем серединку с семенами. Я использую помидоры черри, но также можно взять любые другие. Мякоть помидоров нарезаем полосками. – 120 грамм сыра нарезаем пластинками. Я использую сыр гауда. На подготовленное филе рыбы с большего края выкладываем полоску из сырных пластинок. Рядом выкладываем полоску из помидоров. Все аккуратно сворачиваем в рулет. Рыбный рулет перекладываем на фольгу. Сверху рулет посыпаем приправой для рыбы. Немного ее растираем руками. Рулет заворачиваем в фольгу. Кладем в форму для запекания. Я приготовила 2 таких рыбных рулета. Все ставим в духовку разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 35-45 минут. Все зависит от толщины рулета. Рулеты уже запеклись. Можно оставить так, а можно развернуть фольгу и поставить в духовку, включив верхний гриль еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Горячие испеченные рулеты вынимаем из духовки и оставляем остывать. Готовые рулеты нарезаем на порционные куски. Чтобы рулеты хорошо нарезались, их нужно после остывания поставить в холодильник на пару часов. Рыбные рулеты красиво выкладываем на блюдо. Я предварительно блюдо украсила листьями салата. Подаем на стол. Рыбные рулеты с томатами и сыром получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Это отличный вариант как для повседневного, так и праздничного меню. Также у меня на канале есть и другие рецепты из рыбы. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим простой рецепт, который точно вам понравится. Рыба получается сочной и вкусной. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Филе хека раскладываем на доске. Я предварительно уже очистила небольшие тушки хека и разделила их на филе. Если рыба длинная, то филе можно разрезать поперек на 2 части. Все накрываем пищевой пленкой и немного отбиваем молотком для мяса. Для этого рецепта я взяла 8 тушек хека. Также можно использовать уже готовое рыбное филе, тогда процесс готовки будет еще быстрее. Хек солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Таким методом подготавливаем все филе из хека. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Нарезаем пучок укропа. Нарезанный укроп добавляем к сыру и все перемешиваем.
Приготовленный сыр с укропом аккуратно выкладываем на филе. Каждый кусочек рыбы скручиваем в рулет. Начинаем скручивать рулет с более широкой стороны. Готовые рулетики обваливаем в муке со всех сторон. В мисочку разбиваем 3 яйца. Все немного солим. И взбиваем вилкой. Рулетики обмакиваем со всех сторон в яичной панировке и выкладываем на горячую сковороду. Рулетики обязательно кладем хвостиком вниз, чтобы они не раскручивались. Для того, чтобы не вытекал сыр, рулеты нужно очень хорошо запанировать. Обжариваем рулеты с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Если масла в сковороде немного, то рулетики также можно обжаривать и по бокам. Готовую рыбу снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Рыбные рулеты выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулеты из хека с сыром получились очень вкусными и сочными. Готовится совсем несложно. Такие рулетики можно приготовить из любой рыбы, в которой немного костей. Это блюдо прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Третьим приготовим необычное рыбное блюдо из самой бюджетной рыбы. Оно прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Берем 1 кг салаки, отрезаем голову и срезаем все нижние плавники и часть брюшка. Это удобнее всего делать ножницами. Вынимаем внутренности. Желательно использовать более крупную салаку. Таким методом чистим всю рыбу. Рыбу моем и обязательно убираем все черные пленки, чтобы рыба не горчила. У вымытой рыбы вытаскиваем хребет вместе с хвостом. И сразу же убираем плавник на спине. Так готовим всю рыбу. Работа не быстрая, но справиться могут все. Готовим начинку. 50 грамм сыра трем на мелкой терке. К сыру насыпаем 50 грамм сухарей. Мелко нарезаем пучок укропа. Его тоже добавляем к начинке. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Наливаем 50 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем. Если масса еще не склеивается в комок, то добавляем еще 2 столовых ложки растительного масла. Я добавила оливковое. Перемешиваем. Подготовленную рыбу раскладываем на доски брюшками вверх. Немного все солим. Берем лимон и отрезаем у него половину, она понадобится позже. А со второй половины лимона выдавливаем лимонный сок на подготовленную рыбу. На каждую рыбу выкладываем сырную начинку и немного ее распределяем. Рыбку скручиваем в рулет. Начинаем скручивать с хвоста. Получившийся рулетик закрепляем зубочисткой. Так скручиваем все рулетики. Подготовленные рыбные рулеты складываем в форму для запекания.
Половину лимона, которая осталась, нарезаем полукружочками. Кусочки лимона вставляем между рыбными рулетиками. Сверху рыбу посыпаем 1 чайной ложкой прованских трав. Также можно взять приправу для рыбы или любую другую, которая вам нравится. Все поливаем примерно 2 столовыми ложками растительного масла. Так как у меня в рыбе была еще икра, я ее тоже немного солю, поливаю лимонным соком и перемешиваю. Икру выкладываю по бокам формы. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 30 минут. Рыбка готова. После того, как рыба немного остыла, вынимаем все зубочистки. Рыбные рулетики красиво выкладываем на блюдо. Для украшения вставляем дольки лимона. Подаем на стол. Рыбные рулетики из салаки получились очень вкусными. Блюдо оригинальное и бюджетное. Такая рыбка прекрасно будет смотреться на любом столе.